Сегодня мы приготовим с вами тушеную говядину в соевом соусе. Этому блюду, между прочим, уже более 500 лет. Оно появилось в Корее еще во времена эпохи Чосона. Ознакомьтесь, пожалуйста, с ингредиентами, и мы приступаем. Нам потребуется с вами говядина в объеме 600 грамм. Это может быть, в принципе, совершенно абсолютно любая часть. Даже лучше будет, если будут некоторые прослойки жира. Мы должны будем нарезать с вами мясо кусками длиной приблизительно в 5-7 сантиметров. Нам нужно положить мясо в холодную воду, чтобы из мяса вышла кровь. Где-то около 30 минут для этого будет достаточно. За это время мы успеем отварить яйца. Я использую перепелиные яйца, у меня 12 штук, но в принципе можно положить их и больше, штук 20 тоже. Почему перепелиные яйца? Потому что они смотрятся гораздо симпатичнее, чем обычные, но можно и обычные яйца тоже. Перепелиные яйца нужно отварить вкрутую. Для того, чтобы это сделать, их нужно варить в кипящей воде в течение 3 минут. После этого, соответственно, мы должны яйца почистить. Вообще, на мой взгляд, удобнее всего делать это в воде. Тогда скорлупа легче отходит и сразу отмывается, и вы получаете чистые яйца. Как я и говорила, не обязательно использовать перепелиные яйца, просто поверьте мне, что они будут смотреться в этом блюде гораздо более симпатично, но можно и куриные яйца. Через 30 минут мы должны вынуть мясо из воды, в которой оно лежало, и хорошо промыть в холодной воде, желательно под струей в раковине. После этого заложите мясо в какую-нибудь глубокую емкость для кипячения, например, в кастрюлю или глубокую сковороду, залейте водой так, чтобы она покрывала все мясо, и варим в течение 7 минут. Можно варить под крышкой. 7 минут я имею в виду с того момента времени, когда мясо закипит. Все это мы делаем с той же самой целью, чтобы убрать из мяса кровь и всяческие другие частицы и загрязнения. После того, как мы проварили мясо 7 минут, мы промываем его в холодной воде. Лучше опять же сделать это под струей в проточной воде под краном. Теперь нам нужно подготовить некоторый набор овощей, а именно зеленые перцы чили. Можно использовать острые перцы или шишито, перцы, которые сладкие. Нам всего нужно в объеме 100 грамм. Прокалите перцы вилкой достаточно с одной стороны дважды. Также нам потребуется 1 луковица. У меня луковица достаточно большая, можно разрезать просто напополам или на четвертинки, в общем, на более мелкие части. И 3-4 пера зеленого лука. Достаточно просто разрезать их напополам. И 2 красных перца чили. Если острые не едите, то пропустите. Но поверьте мне, что с красными перцами будет намного красивее и остро не будет. Поэтому нарежьте 2 красных перца чили тонкими кольцами. И свежий корень имбиря в объеме 5 грамм мы нарезаем кусками средней толщины. И также нам потребуется чеснок 200 грамм целиком дольками, не перемолотый. Теперь промытое мясо мы закладываем с вами опять в какую-нибудь глубокую емкость, кастрюлю, и заливаем водой в объеме 1,5 литра. Закладываем туда имбирь 5 грамм. Также 1 прежде подготовленную нарезанную луковицу. Зеленый лук 3 пера. И все это мы с вами должны опять кипятить, варить под крышкой 40 минут на среднем огне. Когда я говорю 40 минут, соответственно, я имею в виду с того момента, как это закипело.
По истечении этого времени нам нужно вынуть мясо из полученного бульона и его остудить так, чтобы до него можно было дотрагиваться. Также мы извлекаем из бульона все овощи, которые мы прежде использовали. Используйте щипцы, будьте аккуратны, пар горячий и все содержимое тоже. Бульон лучше всего процедить. Процеживаем лучше всего через железное сито и в ту емкость, в которой будем дальше готовить. Здесь уже можно использовать глубокую сковороду. Когда мясо остынет так, чтобы до него можно было дотрагиваться, мы расщепляем его руками на куски где-то 1 см шириной и 5-7 см длиной. Но это уже от того, как мы его прежде нарезали, длина зависит. После этого мы берем полученный бульон в объеме 600 мл и заливаем туда соевый соус 250 мл. Также добавляем рисовое вино мирин 50 мл. Если этого у вас нету, то пропустите, но, конечно же, если он будет, то будет лучше. И сахар 80 грамм засыпаем туда же, можно использовать белый сахар, можно использовать коричневый сахар. Закладываем чеснок 200 грамм, чеснок дольками, помытый и подсушенный. И закладываем туда расщепленное подготовленное мясо. Если хотите, можно положить черный перец горошками, где-то 1 чайную ложку, или же использовать потом впоследствии черный молотый перец. И все это мы с вами варим 30 минут на среднем огне с момента закипания. По истечении этого времени вы увидите, что жидкость уменьшилась, и за это время чеснок отдаст свои вкусовые качества бульону. Тогда мы закладываем яйца и варим еще 10 минут на слабом огне, периодически немного помешивая. В этот момент, когда мы заложили яйца, все перемешали, можно добавить немного черного молотого перца по вкусу, если вы до этого не клали горошек. Все это мы помешиваем, и по истечении 10 минут мы закладываем перцы чили. И после этого варим еще 1 минуту. Перцы чили не должны стать очень мягкими, они должны сохранить свои жевательные качества. Это блюдо, его можно хранить очень долго, но долгота хранения зависит от того, насколько соленое оно у вас получилось. Соответственно, если хотите хранить долго, добавьте больше соевого соуса, чтобы блюдо получилось более соленое. Тот вариант, который приготовлен по моему рецепту с моими порциями, его можно хранить в течение месяца. Мы остужаем полученное и храним в контейнере в холодильнике. Благодарим вас за просмотр. Надеемся, вам было интересно. И сейчас способ, как это можно есть. Конечно же, отваренный теплый рис. На него кладем немного, где-то 1 чайную ложку сливочного масла на 1 пиалу риса. Хорошо перемешиваем сливочное масло с теплым рисом, заливаем 2 столовые ложки соуса от полученного блюда, все очень хорошо перемешиваем и вот так вот по чуть-чуть каждого накладываем сверху на ложку с рисом в виде топпинга немного чеснока, мяса и в прикуску с перцем чили это едим. Поверьте мне, это необыкновенно вкусно. Приятного вам аппетита!